Яра, доброе утро. Доброе утро. Дорогие путешественники во времени и исследователи неизведанного, добро пожаловать на сеанс исследования, где в качестве инструмента мы используем регрессивный гипноз. Сегодня мы вместе приоткроем некоторые забытые тайны истории. Если вы чувствуете, что ваша энергия нуждается в глубокой перезагрузке, знайте, что мы можем предложить вам персонализированные услуги энергетической и эзотерической чистки как посредством онлайн-сеансов, так и посредством фотографий. Сегодня Яра войдет в состояние глубокого гипноза, не зная предмета исследования. Я решу, куда мы пойдем, и она узнает все в реальном режиме времени. Итак, расслабьтесь и приготовьтесь к трансцендентному путешествию. Желаю вам захватывающего просмотра. Как слышно? Да, да. Мгм. Я сделай несколько глубоких вдохов и выдохов. Сейчас ты просто слушай мой голос. И с каждым словом моим твой разум начинает расслабляться автоматически, без усилий. Чем больше ты слушаешь его, тем глубже погружаешься. И это приятное и ожидаемое для тебя ощущение. Сейчас я сосчитаю от 5 до 1. И с каждой цифрой твое тело будет в 10 раз больше расслабляться, а ум твой отключится. 5. Почувствуй, как тяжелеют веки. 4. Мышцы лица смягчаются. 3. Плечи опускаются. Руки тяжелеют. 2. Тепло разливается по телу.
и оно расслабляется. 1. Полное расслабление. Теперь твой разум полностью открыт. Тело полностью расслаблено. И каждое мое слово проникает в твое подсознание, получая нужную информацию. Следующие 3 цифры унесут тебя в 100 раз глубже. 3, 2 и 1. Ты в идеальном трансе. Теперь на счете 3 мы отключимся от коллективного сознания. 1, 2, 3. Теперь на счете 3 мы встречаемся в гипнотическое пространство. 1, 2, 3. Яра, как Да. ты находишь пространство? Это просто пространство без каких-то границ. Мгм. Нет никаких факторов, которые могут повлиять на наше сегодняшнее исследование. Нет, я не чувствую. Хорошо. А теперь на счете 3 мы повысим наш энергетический уровень и вибрации до максимально возможными для нас с тобой. 1, 2, 3. Так, теперь на счете 3 ты подключаешься ко всей информации, связанной с Александром Сергеевичем Пушкиным. 1, 2, 3. Так. На счете 3 он перед тобой. 1, 2, 3. Да, есть. Как он выглядит? Как ты его считываешь? Но он не ярко проявленный, и ощущение, что м, ну как не совсем приветствует контакт. Не очень желает этого, да? Да, ну такое ощущение, что он как бы устал, слишком много контактов. Не За знаю, если так последнее можно время. назвать. Мгм. Какой у него ДНК? Считай, пожалуйста, чтобы мы убедились, что это Что тот, это он? это он, да? Хорошо. А теперь ты мне позволишь с ним пообщаться? Да, Мгм. На счете 3 ты сделаешь глубокий вдох и на выдохе позволишь ему ответить через твои голосовые связки. 1, 2,
3. Александр Сергеевич, приветствуем Да, вас. приветствую. Меня зовут Геннадий, а это перед вами Яра. Можно с вами пообщаться, задать несколько вопросов? Да, Благодарю вас. Александр Сергеевич, где в вашей душе рождается первая искра, стиха? В бездне страдания или на вершине восторга? на вершине восторга. А что именно вас удивляет, задевает? М, Какое-то такое веселье, кураж, азарт, какие-то постоянная смена картинки, Мгм. движение постоянное, вот какое-то такое, с- ну, если бы это был современный мир, то есть какие-то постоянные тусовки, с- очень много контактов, Много общения, да? много общения, интересные контакты и какие-то. Какой-то восторг от этих м, контактов, да? Ну, там все присутствует. Весь То есть спектр эмоциональный, да? весь эмоциональный спектр и весь физический опыт, который можно получить. Это Уважаемый, и мгм, эмоциональные, и физические контакты. мгм, благодарю. Уважаемый поэт, за земными образами муз, какая вечная сила, незримый дух или древний голос дышит в вас словам? Ну, если речь про музы, Да, про моих муз, то это образ легкий, звонкий, воздушный, манящий, придуманный мной, чего я никогда не встречал в реальности. Это больше фантазия. ваш идеал. Да, фантазия, идеал. То, как я видел женщину. Осмелюсь спросить, в миг высшего вдохновения вы творец или сосуд? Творец. Творец. Глубоко уважаемый мастер, где грань между вашим сердцем и тем огнем, что диктует строки? Это мой огонь, единый огонь. Огонь души и сердца?
Это внутренняя необузданная сила, которая вырывается наружу. Там какая-то внутренняя сила, любознательность какая-то, м, неугомонность. Бурлит вулкан такой и рождает. И когда строки рождаются, это равноценно какому-то экстазу. То есть вот в каком-то экстазе это все создается. Это неспокойное состояние, это всегда буря какая-то, вот прям бурлит, извергается наружу. Ищешь все время в поиске, да, как выражать, как обуздать, да? Это просто выливается на бумагу. Все мои фантазии, которые невозможно напрямую передать, выливаются на бумаге, и тогда читатель сам решает, соединяться с этими образами или нет. Александр Сергеевич, как различить голос истинной музы от шепота собственных страстей и мимолетного увлечения? Нет разделения. Нет разделения. Если разделять и искать какую-то особенную музу, идею, состояние, то этого может и не случиться. Но когда те эмоции, которые проживаются и наблюдаются, та жизнь, которая присутствует, и, и я в ней присутствую, это и есть настоящая муза и вдохновение. Нет смысла искать что-то особенное. Это всегда происходит, если видеть в этом что-то особенное. Сама душа является музой, да? Это состояние. Какая темная бездна или запретная глубина вашего существа питала самые мощные, как удар грома, прозрения? Не совсем понятен вопрос. Что питало самые мощные прозрения, которые у вас происходили? Это страсть. Страсть и азарт. Страсть и азарт. Можно это отнести к темной бездне? Да, можно. Кто-то это осуждает, а для кого-то это и есть смысл жизни. И запретная глубина, да? Да. Осмелюсь спросить у вас, была ли плата за дар одиночества, боль, предвидение рока? Никакого предвидения не было. Это все ожидаемо.
тот образ жизни, который мне нравился, не может поощряться обществом, не может превозноситься в стихах. Какую жертву требовал огонь от вас? Это постоянно время жрал. Это необходимость постоянно подпитывать это состояние и находиться в нем. От этого, конечно же, страдали и было больно тем, кто меня любит. Александр Сергеевич, как уловить мимолетное дуновение вдохновения до того, как оно угаснет? Не нужно его ловить, нужно просто проживать это состояние, не думая ни о чем, просто с головой погружаться в состояние, напитываться до изнеможения. Такая бурная активность, то есть вот кутеж, затуманенное сознание, а потом покой, покой и расслабление и возможность это все переносить на бумагу. Уединение. Уединение. Муза не наступает в уединении. Она приходит после бурной деятельности, как было со мной. Она приходит после того, как ты ее уже находишь, да? Она все чаще навещает тебя. Она приходит от того многообразия жизненного опыта, контактов, информации, новостей, которые жадно поглощались от всего этого ужаса и в то же время манящего возбуждения. Уважаемый Александр Сергеевич, как превратить живую муку сердца, бурю чувств в алмазные строки, что режут стекло? Не расплескивать то, что накопил. Те эмоции, та буря, тот вихрь, который поднимается, не нужно расплескивать его на людей. После бурного контакта или каких-то переживаний, душевных терзаний нужно уединиться и направить этот поток в единый источник, не контактируя с другими, не доказывая, не объясняя, не советуясь, не примеряя на себя чужие платья и наряды. Позволить этому потоку ярости, необузности этой бури не соприкасаться с человеческим сознанием, не контактировать только с бумагой. Самые лучшие друзья, да, бумага и перо. И так случается, что когда мы испытываем очень яркие эмоции, не понимаем их, не знаем, что с ними делать, это
Может быть, боль и отчаяние, неразделенные чувства или страсть желания, или неоправданные надежды. Мы несем эти эмоции к какому-то конкретному человеку и расплескиваем, и не понимаем, что происходит внутри. Но это все может стать началом чего-то большего, если позволить себе находиться в этом и не разбрасывать это по пустякам на тех же бессмысленных сражениях, дуэлях, попытке доказать и отстоять себя. Утвердиться. Да. Дорогой мастер, как слышать музыку в прозе жизни и ритм в хаосе бытия, чтобы перенести их на бумагу? Это непросто. Это состояние еле уловимое, которое нужно себе позволить. В этом хаосе очень сложно не утонуть, не увязнуть в нем. Если не бороться с этим хаосом, не, не контактировать с ним, а увидеть этот хаос внутри, то есть возможность с этим это превратить во что-то прекрасное и полезное, и тем самым показать людям всю глубину и простор, и красоту этих чувств. Не переносить хаос снаружи вовнутрь себя, да? Увидеть это внутри себя и распределить это так как позволяет фантазия и умение. Осмеюсь молить вас о совете. Как воспитать в себе неугасимую жажду говорить правду, даже когда шепчут «молчи»? Это непростой вопрос. И я тоже не сразу к этому пришел. Сила моего характера, моей буйности, эмоциональности. Я всегда говорил в лицо правду, высказывался, мог разбрасывать едкие, колкие фразы. Но со временем это потеряло всякий смысл. И правда, она у каждого своя. Я просто стала это промлять в фразы, предложения, эту бессмыслицу, эту неразбериху, придавать ей красивые грани. Вот приходит та война и хаос, которая творилась снаружи. И не было возможности о ней говорить. Это все приходит на образы из поэмы Руслан и Людмила. Там описаны события
в том числе хаоса и неразберихи, борьбы за власть, двуличия, все, что нельзя было говорить открыто. Александр Сергеевич, где найти смелость обнажить душу перед толпой, сделать сокровенное всеобщим достоянием? Смелость не нужно искать. Ее невозможно найти. Это произрастает внутри. Это когда уже нет возможности соглашаться, но в то же время нет сил бороться и противостоять. Она рождается внутри и находит свой выход. У каждого по-своему проявляется. Оно или есть, или ее нету, да? Она может проявляться в том деле, которое ты делаешь, в творчестве, в заботе о близких, той деятельности, которому ты посвящаешь много времени. Там должна проявляться смелость. Нет смысла кому-то что-то доказывать и навязывать. Ты можешь просто эту смелость проявлять в той деятельности, которой занимаешься. Быть смелым и передовым, в то же время дерзким, не оглядываясь назад. Смелость не должно быть самой целью, да? Да, смелость не должно быть самой целью. Потому что это от головы, а не от сердца. Это не может быть целью. Смелость — это лишь инструмент достижения своих целей. Уважаемый поэт, как дисциплина ума служит безумству вдохновения? И если не развивать ум, тогда это и есть настоящее безумство. Кто-то называл меня безумцем, но это было лишь из зависти, необоснованно. Я очень долго и жадно тренировал свой ум, чтобы позволить себе те безумства, которые я позволял. И мне все прощалось отчасти. Как вам это удавалось? Это одних это восхищало, других это раздражало и побуждало желание отстраниться. Но людей всегда привлекает то, что им не подвластно, то, к чему они могут прикоснуться через других людей, то, на что они не способны создавать в своей жизни. Это привлекает. Осмелюсь спросить, как отличить искру гения от самообмана? Нет такого понятия. Каждый гений в какой-то момент своей жизни занимается самообманом. И гением его делают те труды, которые остаются. Гением его делают те люди, которые его превозносят. Тот самый момент, когда он думает о своем гении, тогда он
обманывает себя, да? Непонятен вопрос. Когда он о себе думает как о гении, он тогда себя обманывает. Нет. И да, и нет. Это может... Об обмане может судить только внешний наблюдатель. В момент, когда он о себе так думает, он в это искренне верит, и это позволяет ему определенную свободу приобрести, вольность позволяет определенные безумства и шалости. Но и обязывает, нет? Обязывает к чему? Соответствовать какому-то идеалу. Это скорее не обязывает, а побуждает еще больше творить. Творить в той стезе, на том поприще, которое человек занимает. Если он занимается благим делом для общества, это побуждает его творить еще больше, исследовать еще глубже, не останавливаться и стремиться к вершине. Если человек творит безумство и разрушает себя, разрушает все вокруг, конечно, это имеет свои последствия. Здесь уже речь идет об обязательствах, которые нужно выполнять, соблюдать и соответствовать. По какому знаку понять, что слово истина? Для каждого поэта его слово — это и есть истина, его голос, его мысли, то, как он это выражает. Это происходит внутри, это вера. Нет никаких определяющих знаков. Это просто выбор, что это и есть истина. Это моя истина, я так чувствую, и я так живу. Истина может не совпадать с истиной других людей, но моя истина совпадала и откликалась в душах людей, в душах большинства, таких же, как я, вольнодумцев. Как зажечь в себе тот священный огонь творчества, что горел в вас? Его невозможно зажечь искусственно. Это то, что ты не можешь удержать внутри себя. Он всегда горит и со временем разгорается все больше и больше, охватывая тебя, согревая, разжигая, обжигая, иногда уничтожая. Каков первый шаг? Первый шаг куда? Позволить этому огню выйти наружу. Нет определенных шагов, каждый для себя сам решает. Это состояние, которое невозможно удерживать. Когда огонь разгорается от маленькой свечи, потом загорается бумага от этой свечи, переходит на диван, на шторы, охватывает всю квартиру. Невозможно этот огонь удержать. Эти вопросы, они неуместны. Он просто есть и существует. Независимо от времени и обстоятельств, он просто льется. Нужно просто позволить ему литься Александр, Мгм. беспрепятственно. Александр Сергеевич, что важнее для рождения поэта? Божественная искра
или неустанный, каторжный труд над словом? Звание поэта, призвание поэта включает в себя многие грани. Искра — это определение стороннего наблюдателя. Каторжный труд — это тоже определение стороннего наблюдателя. Для поэта это и есть сама жизнь. Это буря и холод, те муки, терзания, стагнации в простое, когда слово не льется, и поиск, и разжигание внутреннего огня, нахождение пути к нему, соединение с ним. Это единое целое. Когда это и есть цель, это и есть смысл жизни. Это не является каторжным трудом. Трудом и непосильной ношей является то, чтобы этот труд вынести в массы. Глубоко уважаемый Александр Сергеевич, что сокровенное задание, помимо воли властей, вам доверили в Кишиневе силы, стоящие выше трона? Ты посягаешь на то, что тебе знать не следует. И тем не менее, что вы ответите на этот вопрос? Что ты хочешь знать? Что ты Осмелюсь, завуалируешь в своем вопросе, обрамляя осмелюсь ответ? спросить, была ли ссылка дверью? Повтори. Была ли эта ссылка в Кишинев дверь? Для меня не существовало дверей. Я мог перемещаться, независимо от того, где находится мое тело. Мои мысли, мои образы позволяли мне это. Что вы должны были узнать, а может быть, стать в этой ссылке? Это было задание. Это было задание соединиться с культурой, узнать ее, настроиться на передачу, на эту волну, чтобы как можно больше как сеть, чтобы слово и мое влияние не знало границ. Уважаемый поэт, Влияние. что ключевое открылось вам в кругах Овидия? Какой шифр или
знания вы там обрели? Нет ничего такого, о чем ты говоришь. Слишком много смыслов придаете этому событию. Что самое ценное вы вынесли из молдавских степей? М. Народ очень сплоченный, единый дух. И как такой образ единого факела, что они очень... Это благодатная почва и культура, которая преклонялась и ценила таланты, не отказывалась от своих героев и принимала иноземцев, иноземцев. Это единение, нет разрозненности. Единение и готовность следовать за своим лидером, за своим идеалом, за своим кумиром. Александр Сергеевич, осмелюсь вас спросить о Дантесе. Что чуждое, мертвое или кукольное вы сразу ощутили в нем? Не было времени и возможности ощущать. Это все было сфабриковано, очень быстро произошло. Сфабриковано, чтобы устранить меня. Чья незримая рука двигала фигурами этой трагедии? Это мне не подвластно. Это было просто вспышка, прихоть, неугодность. Слишком стал неугоден тому сообществу, к которому я принадлежал. Выносились секреты, тайны, обрамлялись слова, запечатывались строки. Это было неугодно. Это как работа на два фронта. Чья великая цель требовала вашей крови? Непонятен вопрос. Никакой крови не нужно было. Это было для того, чтобы угомонить волнение и вспышки, чтобы не было позволения так же вольно и свободно проявляться и говорить, как мне. Мне было многое дозволено.
Это нужно было остановить. Это выходило уже из-под контроля. Как большая машина, которая начала создавать таких же безумцев. Осмелюсь спросить, какой решающий знак, рока или ловушку вы не заметили, ослепленной честью или яростью? Это гордыня. Гордыня. Я был ослеплен. Грани между реальностью и вымыслом стерлись. Из-за гордыни, да? Да. Как остемнить гордыню? Как вам видится сейчас? Что сделать? Остепенить, остановить, дать ей, не позволять ей диктовать, манипулировать нами. Первое, что мне следовало бы понять, что я не вправе вершить судьбы людей. Я не вправе им указывать путь. Я не светила таким, как меня сделало общество. Я в первую очередь поэт. Мне нужно было об этом помнить. Когда я взыграла, тогда уже появились другие задачи, другие люди, которые пытались управлять, щедро поощряли это, подпитывали мой огонь, мою корону. И потом так же легко ее отобрали. Осмелюсь спросить, чья величайшая победа была одержана вашей смертью? Какой победе ты спрашиваешь? Того, кто находился в тени, заговора против вас, М, Державин. Державин. Александр Сергеевич, почему имя Дюма дается эхом вашей непрожитой судьбы или утраченных возможностей? Сравнение. Сравнение и прототип. Как продолжение жизни. Дюма – это продолжение вашей жизни? Так общество примечало, прослеживались определенные характерные для меня черты. Являет,
является Дюма носителем, частичкой вашей души? Это как доп... Нет. Это доступ к информации. То есть это не одна душа в двух телах. Нет. Это желание походить и соответствовать этой легенде. Чье желание? Желание поэта. И Александр текста. Сергеевич, что в графе Монте-Кристо или «Трех мушкетерах» звучит как ваша невыносимая месть или тоска по воле? Слишком сложный и многогранный вопрос. Тебе нужно научиться разделять. Слушать себя, что на самом деле стоит за этим вопросом, какое знание ты хочешь приоткрыть для себя. Чувствуешь ли ты себя узником системы, в которой должен был находиться? Какая мистическая нить, кармическая, родовая, магическая, связывает ваши судьбы поверх времени? Это общество, которому мы принадлежали. Власть, которая диктовала и требовала крови и мести. Дорогой поэт, в завершение, где сегодня пребывает самая живая искра вашего духа, хранящая истину? Нет конкретного места, где она пребывает. Она доступна всем и каждому. У каждого своя искра. Моя искра, она продолжает жить в сердцах, которые соприкасаются с моим творчеством. Как нам, смиренно ищущим, коснуться ее, чтобы почерпнуть мудрость и отвагу? Не бояться
Не бояться и поощрять свое бунтарство, свое желание, побуждение творить. Уважаемый Александр Сергеевич, благодарю вас за то, что вы решились ответить на мои вопросы. Простите меня, если я вам попытался задать неудобные для вас вопросы. Еще раз благодарю. Благодарю. Всего хорошего. Если позволите, мы еще вас навестим. Кланялся. И мы на счете 3 оставьте меня с Ярой. 1, 2, 3. Яра, отключайся. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Мгм. Хорошо. На счете 3 отключаемся от всех информационных потоков, к которому мы были подключены. 1, 2, 3. Повышаем на счете 3 наши уровни энергии и вибрации до максимального значения. 1, 2, 3. Сейчас я начну выводить тебя из этого состояния. Твое сознание и тело мягко вернутся в бодрое состояние, сохраняя ощущение комфорта и легкости. Я буду считать от 1 до 5, и с каждым счетом ты будешь чувствовать, как твое сознание становится все более ясное, а тело легким и наполненной энергией. 5. Ты начинаешь постепенно возвращаться в здесь и сейчас. 4. Твое дыхание становится глубже, мысли четкими. 3. Ты чувствуешь легкость и бодрость во всем теле. 2. Ты почти полностью здесь ощущаешь приятную свежесть в сознании. И 1. Полностью пробуждаешься, чувствуешь себя прекрасно, бодро и комфортно. Когда ты откроешь глаза, ты будешь чувствовать себя отдохнувшей, спокойно и наполненной сил. Сейчас сделай глубокий вдох и на выдохе открой глаза, полностью вернувшись в бодрое состояние. Как твои ощущения? М, Я расслаблена. Хорошо. Дорогие исследователи бессознательного, мы достигли конца этого необыкновенного путешествия сквозь слои времени и скрытой памятью. Мы от всего сердца благодарим вас за ваше присутствие, реакцию на удивительную информацию, открывшуюся сегодня. Каждый комментарий, лайк и репост помогает нам продвигать наши исследования. Искренняя благодарность той, которая смогла нам открыть и сделать этот увлекательный опыт возможным. Если вас интересовало увиденное, не забудьте подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропускать следующие сеансы. До следующей встречи. Оставайтесь любознательным и открытым к тайнам, которые можем раскрыть, может наш разум раскрыть. Желаем вам мира и внутренних открытий. До свидания. Всего хорошего.